говорит: нет, я не смогу сказать что-то больше, более того, чем мне Бог, так сказать, велит. Все вроде бы хорошо, да. Уходят, приходят другие вельможи, и он их вдруг оставляет, говоря те же слова, говорит: все-таки переночуйте. И здесь возникает вот это ощущение, что, как бы сказать, возможность, так сказать, торга, понимаете, или там что-то. Могу ли я что-то поиметь с этого? И вот Бог, и вот здесь я очень важную вещь для себя когда-то, что все-таки, понимаете, м, а, но опять я не хочу эти слова употреблять, это э, Тора не дает какую-то очень жесткие предписания, что делать, так сказать. Тора на самом деле оставляет за человеком право выбора. И это право выбора, оно дальше кончается неправильное наказанием, там, я не знаю, раскаянием и так далее, правильное там поощрением и так далее, но это право выбора все-таки за каждым. Это вот эта фундаментальная вещь. И здесь, когда Балак уже идет, в смысле, Билям идет к Балаку, уже вот, значит, произнести слова, вот эта история с ангелом, ослицей и так далее, она на самом деле, как бы сказать, это такие штрихи, вот, понимаете, для того, чтобы э, вот эта свободная воля этого человека все-таки была направлена в нужное русло. Не делай глупости, так сказать, вот в таком смысле. Вот он, я еще раз говорю, так сказать, мы знаем это из Торы, из предыдущих разделов, но можно было бы его превратить в соляной столб, и все, и никуда бы не пошел, и конец истории. Но кто-то, какой-нибудь человек нашелся бы, так сказать, и проклял бы, и это могло бы произвести на людей некоторое, ну, влияние, и там кровь пролилась бы, и так далее. Не нужно жертвы, вы об этом, Рэбе, говорили. Ну вот здесь вот эти знамения, что ли, Балаку, Биляму, значит, когда он идет туда, они как бы подчеркивают вот эту самую. И надо сказать, вот это при всей его, ну вот я тоже вот читал из книги, просто вот это внутренняя неуверенность этого человека, так сказать, вот он, ну, может быть, даже не неуверенность, понимаете, это может быть даже, как бы он шел делать одно, а где-то вот подспудно, может быть, там вполне даже мечтал о другом, понимаете, вот, что что-то образуется, и он что-то, может быть, получит или что-то. Вот этот аспект такой, знаете, неуверенности, он там ощущается в его действиях. Вот. И это очень важно. Ну и, наконец, он сделал все как надо. Ну и, слава богу, так сказать, все закончилось. То есть это вот этот эпизод. А второй эпизод, который очень давно, я не знаю, там, уж 20 лет назад на меня произвел очень большое впечатление. На самом деле еще в юности произвел впечатление, понимаете, есть 10 заповедей. Не убий — это одна из самых важных. И вот когда, значит, народ приходит в Маав и начинает, так сказать, погрязает вот, я не знаю, в ассимиляции, что ли, да? Если вы помните этот эпизод, когда Пинхас убивает одного из, я не вспомню сейчас имя, одного из людей Да, израильской да, это в общины, конце нашей главы, да, в да. конце главы в объятиях там Моавитянки он их пронзил копьем. И вот, казалось бы, понимаете, ну вот есть заповедь «не убий», и есть вот эта история о Пинхасе, которая, больше того, ведь Бог потом с ним заключает завет, значит. И вот я на эту тему думал, и, в общем-то, мысль моя вот какая, понимаете. Ведь человек пошел на это убийство, спасая народ, не себя, не, там, не своего близкого кого-нибудь, спасая народ. И вот, может быть, вот в таких случаях это оправданная жертва, оправданная,
вот он приступил этот 10 заповедей, да, одной из заповедей. Он приступил. Но вот это вот в такой ситуации, когда речь идет на чаше весов, условно говоря, приступи заповедь, а тут гибнет народ, ну, наверное, так сказать, вот какие-то личности, вот именно личности с большой буквы возникают, которые ну, приступают эту, значит, э, заповедь. Вот. Ну вот, собственно, спасибо большое. Это мои соображения по поводу. Да. Последнее самое трудное. Последнее, что вы рассказывали, самое трудное, потому что можем ли или не можем ли мы допустить, что всем нельзя, а кому-то можно. О, это очень серьезная вещь. Это я не досказал, хочу сказать здесь. Это, вот, понимаете, если каждый человек, не дай бог, начнет считать, что он спасает народ там и крушить направо-налево, это плохое дело будет. Вот это, понимаете, это должно, по-видимому, дойти до какой-то, ну, я не знаю, так сказать, вот до какого-то, так сказать, безысходного состояния, и вот тогда вот находится такой человек, который берет на себя этот грех. Но если Да, каждый, не дай бог, начнет вот это вот считать, что он да, спасает народ, и давайте крушить да. направо-налево, это далеко не уедем, так сказать. Это плохо будет. Как мы можем, это правда очень сложно, как мы можем не то чтобы оправдать, мы не можем оправдать, мы можем только следить за текстом и полагаться на его волеизъявление. Но почему Пинхас посчитал возможным вот так поступить? Много комментариев, потому что Аарон и Моше плакали вместо того, чтобы действовать. То есть проявили, они уже взрослые, они уже, значит, их эпоха заканчивается, поэтому он решил взять в свои руки, но не дай бог молодые начинают брать в свои руки власти, и тогда начинается самое худшее. Но и прекратился мор. Как только Пинхас проткнул Зимри и Козьбу, это мальчик и девочка, значит, он израильтянин, она моавитянка, медианка. Вот, и прекратился мор. Вот как только он их проткнул, прекратился мор, и было умерших от мора 24 24. тысячи. Да, Да, это я даже это цифры. больше, чем все, что перед этим было. Да, То да, есть, если представить себе эпидемию, если представить себе сильную эпидемию и найти внутри себя ответ на из-за чего она идет, вот тогда человек может попробовать и крайний вариант. То есть вот все не помогает, эпидемия продолжается, грех продолжается, и вот тогда он крайний вариант, рискуя собственной жизнью. да, Потому что безусловно. ему по Галахе, ему по закону Тора ему положена смерть. Он говорит, лучше я умру, Пинхас говорит, лучше я умру, но и это прекратится. Ну, опять-таки, тема очень осторожно должна быть разобрана. Это может быть отдельная тема о том, насколько мы говорили о Моше, когда он поступал жестоко в определенных условиях, приказывал убить всех участвующих там в Золотом Тельце и поклонению как раз Бааль-Пеору он приказывает, насколько человек может быть радикальным. Не знаю, я говорю, отдельная тема для разговора, отдельная тема. Это очень Иначе, серьезно. если мы чуть-чуть ошибемся, мы фактически подпишем право на все Не-не, религиозные войны. Хас халила. Мы знаем и Господи, пожалуйста, христианские да. религиозные войны, и исламские религиозные войны, и наши религиозные войны. Нет. Тут оправдание, скорее всего, мы можем вот подобные вещи приблизить к слову хок. То есть одноразовый приказ. Вот хок это навсегда непонятное, а это одноразовый приказ, непонятный нам, противоречащий законам Торы, но если он существует, значит тогда так надо было. И в данный момент мы, так сказать, я постараюсь подготовиться отдельно к такой теме. Может быть, мы с вами посидим и найдем
найдем аргументы у наших мудрецов, которые говорят, что иногда такое можно, и мы посмотрим, на что они опираются и как они лимитируют подобные вещи. Вот. Так что мы к этому придем. Да. Ребя, у меня здесь только одна мысль есть, что вот рациональными основаниями вот этот поступок Пинхаса, как бы сказать, построить модель, в которой вот всегда бы такой Пинхас сделал бы так, это невозможно. Вот здесь я как раз жестко верю в рациональность, не верю, понимаете? Это слишком тонкая грань между, как бы это сказать, э, чтобы слишком многие почувствовали бы себя рациональными, понимаете? Вот не то это. В каких-то случаях, когда идет речь о самозащите, о там, вот там, ну вот когда эти гетто были и так далее, это другая история. А здесь-то, понимаете, таких прямых вроде бы убийств не было, так сказать. И вот в этой ситуации, чтобы взять на себя ношу, я вот долго думал над этим, что вот в этой ситуации взял бы я на себя эту ношу? Нет, наверное, я бы побоялся, понимаете. Это очень специальные случаи. Да, да. Я не знаю, можно ли их описать языком математики. Может быть и нет. Может быть и нет, да. Потому что при кризисной ситуации как случайный поступок может исправить ее? Или случайное событие, или какой-то там вот вступившийся неопределенный элемент, как он может, так сказать, исправить ситуацию? Не знаю. Может быть, тоже нужно подумать. Немножко возвращаясь к вашим предыдущим идеям, мыслям. Да, действительно, есть по форме нечто похожее между разговором Бога и Авраама и этими людьми, которые приходят к Билиаму, и потом самим Бильямом, разговор с Балаком. Есть некая похожесть. Самая простая похожесть – это три. Все трижды повторяется. Ну да. Вильям, правда, всего 2 раза отказывается. А, и мы сейчас придем к тому, может быть, почему. Да, действительно, есть с одной большой разницей. Есть мир, скажем так, духовный, и есть мир человеческий. Вот духовный – это там, где задействована и наша душа, и в том числе Всевышний, и разговоры идут на высоком уровне и ради высокого. А есть человеческий мир, который по форме, может быть, тоже соблюдает эти 3 уговора, соблюдает 3 положения каких-то. Я имею в виду вот отсюда прокляние, отсюда. Моше разговаривает с Богом. И это совсем другой уровень разговора, потому что божественное предписание, божественное промышление – это спасти народ Израиля. Благороднейшее из всех, которые могли возникнуть у Моше, например, в голове в качестве видения или разговора, или остатка после разговора с Богом, что это все-таки та самая миссия. Миссия Балака – уничтожить народ Израиля с моей земли. Ну, о каком же благородстве может идти речь, когда можно было просто договориться, мы просили его, дай нам пройти, мы Пройти, будем да. покупать воду, мы будем покупать еду, дай нам пройти. Вот благородство. А уничтожить из страха, потому что мы очень часто боимся, и страх толкает нас на необоснованные, неадекватные реакции, неадекватные поступки. Он из страха просит. Разговор похож по форме, но совершенно разный по содержанию. Все, что мне так нравится, хотя в этом случае неприменимо, я, наверное, несколько раз буду приводить эту фразу Марка Аврелия. Все, что от Бога, возвышенно. Все, что от людей, мило, ибо не ведают, что творят. Вот такая вот история о 2 мирах, о 2 разных диалогах. Бог говорит Моше: вот тебе клюка твоя, вот тебе посох твой в змею превратившийся, вот тебе рука твоя, которая вот сейчас превратилась в прокаженную. А если они 2 этим не поверят, то есть ты им покажешь то, чему я тебя научил. И так и будет, при них так будет.
то тогда третий раз ты возьмешь воду из Нила и плеснешь на землю, и она превратится в кровь. Мы никогда не используем это, так проскакиваем немножечко, но это как раз и есть третий аргумент, который должен был убедить. Ну да, по форме похоже, поэтому, по содержанию, конечно, это 100% нет, и мы понимаем, почему то сбылось, а это нет. И второе, очень важный вопрос, очень важный замечание по поводу того, что Балааку, вернее, Бельяму, опять-таки мы путаем, Бельяму дается возможность послушаться Бога с первого раза. Бог ему сказал: не ходи. Мне понравился один комментарий, замечательный. Вы, может быть, его не найдете, я вам его скажу, и вы с удовольствием, так сказать, оцените его мудрость и хитроумие такое. Э, Бог спрашивает Билиама в первый раз: а что это за люди, которые к тебе пришли? Билиам думает: вау, он не знает, что это за люди? Прекрасно, значит, он что-то не видит. Попробуй. И второй раз он пытается этим воспользоваться. А вдруг я опять что-нибудь сделаю, он не увидит, я стану в зону его мертвого зрения. И тут смогу сделать то, что я хочу. Вот этот вопрос дает ему возможность поторговаться во второй раз. Вот интересно, мне нравится. Но выбор Ребят, ему... Да-да-да. А можно задать вопрос? Вот это я слышал, этот комментарий, да, может быть, наверное, вы и рассказывали. А там нет, я вот, к сожалению, я говорю, я иврит не знаю, вот там нет версии такой, что не что это за люди к тебе пришли, а какие это люди к тебе пришли, так сказать, ну, типа их, как бы сказать, там, чтобы он их описал, так сказать, чтобы понять, что это, ну, в смысле их там, не знаю, устремления там и так далее. Понимаете, вот чтобы устами Бельяма послушать, как он их оценивает. Да, да. Это приходит в голову обязательно. «Воевол Элохим эль Бильам ваямар». Ми, там просто не Эйзегу, а вот ми, анашим, гаэли, имах. Что это за люди? Вот эти люди с тобой. Имах — это с тобой. Или у тебя, или с тобой. Ну, то есть это не переводится как вот что, не в смысле, кто это за люди, а что в смысле их устремлений, там, я не знаю, Я чтобы вот понимаю, да. через Да. Бельяма послушать его отношение ко всему этому. Это возможно, если положиться на другие комментарии. Например, комментарий такой: Адам Аека. Бог спрашивает Адама: Адам, где ты? Мгм. Физически он не может не знать, естественно, во-первых, сад маленький, во-вторых, он Всевышний и всезнающий, естественно, знает, где сидит Адам. И тогда комментатор говорит: Аека, это не вопрос, где ты, а где ты. То есть где ты сейчас, на каком уровне своего, Или зачем ты там? Вот может быть так? почему ты там, что ты Да, натворил, что ты там да, оказался, потому что да, я вижу тебя возле плинтуса, ну вот да, ты да, да, из да. того, что я тебя сделал, упал. Поэтому ми может, в данном случае, это уже комментаторская мысль, ми может означать не просто кто это, а кто они такие для тебя, что ты вообще здесь сейчас со мной разговариваешь. Да, В да. этом смысле, Да, в да, этом да. смысле. Конечно. Но я хочу вернуться, и, может быть, мы там, ну, если не будет других вопросов, немножко подытожим. Есть еврейская мудрость о том, что Бог вмешивается в твой выбор. Ну, не так, конечно, что Он тебе его диктует, но если ты сделал неправильный выбор, он перед тобой ставит что-то вроде ангела. Он сам является перед Билиамом, или ангел является перед ослицей, или сам Билиам потом не может проклясть, у него ком в горле, и он начинает говорить другие вещи. То есть вот некое препятствие. Причем там нехорошо, когда со слицей, там другой перевод, я не хочу сейчас его касаться, потому что другая идея. То есть Бог посылает к тебе посланника, аль-аха, ангела ли, в общем, предупреждение ли,
что ты сделал неправильное что-то. То есть ты делаешь, и вдруг появляется некое препятствие, которое мешает это сделать. Ну, там, я знаю, самолет сломался, ты не улетел, там еще что-то такое. Ну, в общем, какой-то знак, который говорит тебе, лучше бы ты этого не делал. Ты продолжаешь упорствовать, и Бог тебе разрешает упорствовать. Он никогда не говорит, нет, перестань, ради того, чтобы спасти себя. Тебя, вернее, ты должен себя спасти, остановившись. Да, и он останавливает тебя второй раз. Что он делает третий раз? Если ты упорствуешь, он тебя больше не трогает, препятствий больше не будет. Он оставляет тебя и делает инструментом своего возмездия. Это для еврея это очень страшно убивать, потому что если ты даже в хороших целях кого-то убил, то есть послужил инструментом возмездия, значит, 2 раза тебя останавливали в твоих предыдущих грехах, а ты не послушался. Вот что. То есть мы должны научиться слушаться с первого раза. Это по поводу выбора. Но нас предупреждают, ты все-таки сделал неправильный выбор. Потом второй раз ты опять неправильный, и третий раз тебя оставляют. Вот что страшно. Тебя оставили. Но сделали инструментом. Бельям в данном случае всего-навсего инструмент. Многие говорят о том, что вся история Белиама – это гимн Всевышнему, гимн благодарность Всевышнему за благословение, за особое отношение к народу. А Белиам всего-навсего в данном случае игрушка в руках Всевышнего. Но он мог сам сделать правильный выбор с самого начала. Если бы Бельям отказался идти, правильное решение. Если бы он отказался идти, не было бы истории с Бельямом, не было бы. Израиль как шел, так и шел бы, но Хорошо. нам показывают, да, нам показывают историю, он не просто шел, впереди него Бог шел, он всегда под его шхиной, он всегда под его защитой. Ну, вот такая история по поводу выбора. Мы с вами на сегодняшний день должны знать, если мы видим препятствие, нужно проанализировать, это из-за чего. Может быть, выбор неверен. То есть в этот момент мы анализируем нашу. Прошу прощения, что так долго. Нет, все очень замечательно. Все очень замечательно, да. И наш выбор, это вот я тоже всегда говорил, это наш выбор. То есть здесь Бог дает нам возможность, давая сигналы и так далее, так сказать, дает нам возможность выбирать. Но наш выбор – это всегда наш выбор. Ничего, так сказать, как сказать, силком в нас не загоняется. И как это трудно, потому что если ты просто исполняющий, если ты просто делаешь все правильно, просто делаешь правильно, может быть, это и правильный выбор, но кто сказал, что правильно делающий человек не бывает наказан? Бывает наказан. Значит, выбор еще в чем-то другом, он где-то внутри, в душе. Это дорогого стоит, как я часто повторяю, дорогого стоит. Правильный выбор. Тяжелое Тяжело. умение. Хорошо.